Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Раньше суббота и воскресенье были днями подведения итогов на канале. А сейчас поток новостей льется с такой скоростью, что вычленить самое главное иногда вообще не представляется возможным. Да и где суббота, где среда, тоже непонятно. Поэтому попробуем все ж разобрать сегодня этот поток. Продолжающим стонать в комментах «Чому на украинскую» в различных вариациях этой фразы, напоминаю, что у Пенса теперь есть второй канал 24 UA Pence. Он полностью соответствует вашим чаяниям. Ссылка в первом комменте. Впрочем, уверен, вы и там придумаете, о чем поныть. Не обманите мои ожидания, я в вас верю. Так, что происходит вокруг с состоянием на 108-й день вторжения? Вчера у россиянцев случился юбилей. Была сбита юбилейная 500-я цель. Ею оказался беспилотник «Орлан». Кстати, вся электроника и двигатели «Орлан-10» являются импортными комплектующими, а в прошлом его собирали с вероятным нарушением санкционного режима 2014-2022 годов. Так что запас БПЛА у агрессора тоже подходит к концу. Всего их было потеряно 579. Не все были сбиты, что-то просто дезертировало и сдалось в плен, что-то неожиданно развалилось в умелых руках. Ключевая же проблема ЗСУ – это дефицит, изношенность и местами неравномерное распределение артиллерии. Решение этой проблемы стараются форсировать, но не все происходит так легко и шустро, как хотелось бы нам всем. Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Кирилловка. Если вы как-то слышите новости из свободной от рашизма части Украины, не сдавайтесь. В первую и самую главную очередь не сдавайтесь внутри себя. Сломать человека невозможно, он может только сломаться сам. Держитесь за что угодно, за песни, за рассветы, за веру в будущее, за огурцы на грядке, только не позвольте вас сломить. И еще, держите язык за зубами, думайте, с кем и о чем вы говорите. Многие уже это поняли и сами, но не напомнить не могу. Продолжается противостояние в Северодонецке, где, кроме того, было отправлено в русский мир несколько десятков участников административного совещания. Тоже недавно произошло с двумя очередными генералами в Херсонской области, причем можно оценить корректность украинских воинов, чтобы ФСБ и Генштаб РФ не углубляли взаимные обиды, каждая делегировала в русский мир по одному представителю. Развиваются с разными целями контрнаступательные операции украинских войск в Херсонской и Запорожской областях. Понемногу расширяются масштабы освобожденных территорий. Уверенную динамику демонстрирует и самовозгорание в группе ключевых регионов страны-агрессора. И тут стоит заметить, что правила противопожарной безопасности не соблюдаются массово. По всей территории россияне. Прям наплевательское отношение какое-то. Растет и недовольство, и сила сопротивления внутри самой россияне. Но я сейчас об этом рассказывать не буду. Во-первых, у меня мало информации, а во-вторых, не хочу сглазить. Потери врага показываю на экране. Все это очень ориентировочно, и нас интересуют не сами конкретные цифры. Их мы вряд ли сможем подсчитать точно даже в будущем. А сама динамика. На всякий случай напомню, что мы ведем речь о 108-х сутках. Ситуация в стране-агрессоре. Канада, Япония, Швейцария и Новая Зеландия расширили списки санкций сообразно с Европакетом 6. Хозяин Северстали и силовых машин Мордашов публично признал катастрофу в промышленности. Японский производитель станков Морисейки закрыл завод в Ульяновске. Завод Volkswagen закрылся в Нижнем. Количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% по сравнению с ноябрем 2021 года. Падает экспорт алмазов из РФ в Европу и Индию из-за санкций против Алросы. После ухода американской Sandvine Роскомнадзор остался без оборудования для блокировки сайтов. Вот уж потеря так потеря. А на бумаге, кстати, теперь печатают с двух сторон, как в начале 90-х. То есть правы были и Скобеева, и Соловьев. Санкции идут на пользу россияне. Меньше используют бумаги, больше останется леса. А он еще китайцам пригодится. Опять же, два в одном. Забота об окружающей среде и братском китайском народе. Лего закрывает магазины. NFT-платформа OpenSea удаляет аккаунты россиян. IKEA вышла из банковского бизнеса в РФ. Unicredit ищет китайского покупателя на свой закрывающийся российский филиал. Тут, думаю, надо все же остановиться чуток поподробнее, ибо событий... Курс безналичного и наличного доллара в РФ разошелся в 10 раз. Вспомним, что отгружать наличный доллар в РФ США запретили еще в марте,
а Штрейхбрехерам грозят вторичные санкции. Операции в безналичном долларе полностью запрещены относительно недавно, в том числе и в связи с этим Кремль официально узаконил конфискацию валютных вкладов граждан. Путин подписал соответствующий документ. Правда, проблемы с наличностью это не решает, равно как и отмена обязательной продажи выручки экспортерами. Разгон инфляции при безналичном курсе, как искусственно поддерживаем, так и улетавшим в небеса при падении импорта на 90%, что и то, лишило экспортеров около 50% выручки, в конце концов поставило на повестку дня жесткий секвестр бюджета, поскольку высокая инфляция грозит перейти в галопирующую, собственно, уже. И сыпать на раны обесценивающийся рубль бесконечно невозможно. Отсюда и разговор о переходе к системе внешней и внутренней валют. Введен частичный контроль над ценами, что, естественно, привело лишь к углублению диспропорций. Конфискованы пенсионные накопления граждан за 2021-2022 года. В рамках экономической политики больше сделать ничего хорошего пока не придумали. Расходы растут только на обеспечение аппарата пропаганды и непрозрачного фонда выплат наемникам, а также услуг агентов влияния. Вынужденная национализация брошенных предприятий – это обуза. Продать их некому. Рынка для них нет, а социальные обязательства есть. Следующий логичный и завершающий шаг – переброска бюджетных комплексов и простаивающих предприятий на баланс регионов, как в начале 90-х. Но тут тоже полно нюансов. Я уж, простите, без особых иллюстраций, тут сами факты прекрасны сами по себе. Экономисты всего мира уже в полный голос предрекают, что к концу 2023 года российская экономика потеряет то, что приобрела за последние 15 лет. Падение будет самым значительным с начала 90-х годов. Да, для нас это далеко. Нам нужна перемога как можно быстрее, но, увы, мы прохлопали слишком много возможностей и теперь практически полностью вынуждены полагаться на Запад и на ЗСУ. Тут вообще вопросов никаких. США закрыли лазейку для покупки российских ценных бумаг. Минфин, который ограничивал американских инвесторов в покупке российских ценных бумаг, включая гособлигации на первичном рынке, ужесточил санкции. Теперь делать это не разрешено и на вторичном. Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической промышленности России. Новые меры вводят запрет на экспорт 28 услуг для работы нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги. Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции, которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру. В середине мая Токио запретил поставлять в РФ электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и другое оборудование из категории высоких технологий. А в начале июня были введены ограничения против Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также против Белорусского банка развития. Кроме того, японские власти заявили, что намерены постепенно отказаться от импорта нефти российского производства. Сервис Dow Jones прекратил поставлять российским банкам данные о санкциях и списках сомнительных клиентов. Без этих списков банки не могут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски. А действовать вслепую в ситуации, когда на кону все, лучше просто сидеть и не отсвечивать. И это все на 108-е сутки. США не снимут санкции с России в обмен на отказ от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины. Deutsche Bank перевез несколько сотен высококвалифицированных разработчиков ПО и их семьи в Германию. IBM, которая работала даже в Германии в начале 40-х годов, объявила о прекращении работы в РФ. Microsoft планирует существенно сократить операции и офис в России, при этом планируя выполнять существующие контрактные обязательства. В российском отделении работает более 400 сотрудников. Китайская компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России, и из 19 магазинов прекратили работу уже 4. Закрытие остальных магазинов будет продолжаться в ближайшие месяцы. Японский производитель станков Морисейки закрыл завод в Ульяновске и представительство в Москве, став первым крупным японским производителем, объявившим о полном выходе из России. С почином, как говорится. Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулись с нехваткой хроматографических колонок, необходимых при разработке новых препаратов и для контроля качества при выпуске зарегистрированных лекарств. У некоторых производителей запасов хватит, в лучшем случае, на полгода. Не устали еще?
Я продолжу. Это 108 сутки. Volkswagen предложил своим 200 сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до 6 окладов взамен. Вообще, к концу 2022 года часть российских регионов может столкнуться со значительным приростом безработицы. Наиболее проблемными эксперты называют регионы с развитой промышленностью, особенно специализирующиеся на производстве автомобилей, а также металлургические регионы России, чья основная продукция попала еще под первые пакеты санкций. Российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. Европа недоступна из-за санкций, а чиновники не выдали ни одной лицензии на экспорт по другим направлениям. Внутренний спрос рухнул после остановки автопрома. Более трети россиян уже считают, что после начала спецоперации их материальное положение ухудшилось. Недоволен своим материальным положением оказался каждый пятый опрошенный. И это только 108-е сутки. Снабжение товаров в Россию морем существенно упало после начала вторжения РФ в Украину. Количество контейнеров ввоза в российских водах сократилось на 60% по сравнению с пиковыми значениями ноября. Средний фрахт судна в Китай из России вырос с 500 тысяч до 1,3 миллионов долларов. Больше, чем в 2 раза, почти в 2,5. Отрасли грузовых перевозок грозит массовый уход игроков и банкротство из-за запрета ЕС на рейсы в Европу, а также роста цен на запчасти. Эксперты отмечают перераспределение автоперевозок из Москвы и Петербурга на другие регионы, а также резкий рост числа заявок на перевозки в Россию из Грузии и Казахстана. Шведская группа IKEA выходит из российского банковского бизнеса. Итальянский Unicredit расширил поиск покупателя на российский бизнес за пределы местных инвесторов, активизируя усилия по выходу из страны. Российскую дочку могут продать инвесторам из Индии и Китая, если те, конечно, согласятся и смогут смириться с атмосферкой внутри россияне, которая еще ой как далека от своего пика напряженности. А вот это прям совсем обидно. Английская премьер-лига приостановила соглашение на 43 миллиона фунтов с российским телеканалом Матч ТВ на трансляции в РФ матчей АПЛ. Канал принадлежит холдингу «Газпром Медиа», владельцем которого является «Газпромбанк», и был создан в соответствии с указом Путина, так что вся Британия сейчас становится не просто великой, а, как говорят в Украине, величную. Российская золотодобывающая компания «Петропавловск», которая столкнулась с проблемой сбыта продукции из-за западных санкций, рассматривает возможность продажи доли компании в производственных предприятиях как можно скорее. Это связано с неспособностью обслуживать кредит, который ранее компании предоставил «Газпромбанк». Российская сеть «Латуаль» продала свои активы, сети магазинов «Брокарт» и дистрибьюторов в сфере товаров для красоты. Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Также в России проблемы с разрекламированным параллельным импортом, по-простому перевозками челночниками. Политика регулятора, стимулирующая физических лиц поучаствовать в завозе наличных из третьих стран и заработать на этом 6-12%, пока не принесла свои плоды. Транзакции по легальным контрактам в Китае за параллельные поставки массово подвисают на обработке в американских банках. То же самое произошло и с платежами в индийских рупиях. Я об этом упоминал в истории про вертолеты на неделе. Сокращение экспорта газа из России оценивается экспертами от 12 до 20%. Добыча нефти в РФ сокращается из-за ухода из страны западного капитала и технологий, заявил глава американской энергокомпании «Шеврон» Майкл Вирт. Он привел в пример опыт Ирана и Венесуэлы, которым пришлось сократить производство из-за санкций. После потери европейского рынка сбыта и ухода западных нефтесервисных компаний РФ столкнулись с резким падением добычи на 830 тысяч баррелей в сутки к середине мая только. И вишенка на торте. Запасов импортного алкоголя российским ресторанам, которые впрок закупили его еще зимой, хватит только до этой осени. А там боярышник созреет, из него можно будет чай заваривать. Помогает от сердца, говорят.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.